Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень интересный, очень такой красивый пуловер с ажурным рельефным узором. Сейчас приближаю вам этот узор, посмотрите внимательно. Такими красивыми узелками украшены веточки, да, очень оригинальный дизайн, мне нравится. В основном используется лицевая гладь. У нас ажурным узором будет вязаться только рукава и вот эта вот кокетка области возле шеи, да. По спинке то же самое, девочки, идет. Вот так выглядит у нас рукавчик в приближенном виде. Рукав у нас обычный классический вариант, да. Ну и, собственно, вот так выглядит уже выкройка, вам сразу показываю. Это выкройка из иностранного журнала. Вот таким образом выглядит. Я применять такую выкройку не стала, поскольку мне не нравится такой вариант. Поэтому у нас сегодня будет другая выкройка. Наша стандартная выкройка, которую я обычно применяю в моделях. Выбор пряжи, как всегда. И много-много всего интересного. Мы будем вязать с вами узор. Я буду вам рассказывать, сколько петель набирать на тот или иной размер. Размер у нас сегодня выбор шикарный. 6 размеров будет, вплоть до 54 включительно. Вот, поэтому очень-очень все будет подробнейшим образом разжевано. При нашей плотности, при нашем выборе спиц, давайте сейчас начнем с вами с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Цвет 37, 50 грамм 160 метров, состав 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрил. Пряжа имеет небольшой такой меланжевый эффект. Хорошие очень скруточки, туго скручено, вязать из нее одно удовольствие. Спицы я использую 3,5. Вот. Мне очень нравится качество этой пряжи, она абсолютно мягкая, не колется. И, как видите, вот такой вот какой-то белесые, такие вот имеет она полосы, да, проблески в пряже. Так. Ну и так выглядит наш узорчик, который мы будем сегодня с вами вязать. У меня здесь 2 раппорта в ширину и 3 раппорта в высоту. Вот эти узелочки придают особую красоту нашему узору. Вот. Ну, давайте сейчас перейдем к схеме и будем с вами вязать этот образец узора. Схема в журнале выглядела вот таким образом. Кружок – это у нас с вами накид. И кружочек, в котором 2 вертикальные черточки, это узелок. Как его вязать, мы будем сегодня разбирать. Смотрите, на этой схеме почему-то автор не указывает 2 лицевые вместе, да? 2 лицевые вместе вправо или влево. Ну, здесь, в общем-то, 2 лицевые слева можно расположить или справа. 2 вместе лицевой располагаются либо сразу перед накидом, вернее так, либо сразу после накида, да, и перед накидом. И, соответственно, либо мы будем вязать 2 вместе вот в этом квадратике будет стоять 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот здесь, и здесь. И здесь, да, соответственно, то есть сразу после узелка вяжется 2 вместе лицевой с соответствующим наклоном вправо, вот здесь, а в этой части слева. Я буду вам показывать, мне так удобнее и привычно, вот здесь.
то есть перед накидом. То есть мы вяжем 2 вместе лицевой, соответственно, в нужную сторону, тут вот вправо, тут вот влево, да, и сразу идет накид. Все. Пустая клеточка – это лицевая петля. Вот и все, мои хорошие. Вот такая схема. Вся сложность этой схемы вот так расшифровывается, да. У нас, значит, в раппорте 18 петель участвует и 12 рядов. Надеюсь, я вам доступно объяснила. Мы с вами провяжем порядно каждый этот ряд, и, надеюсь, вам станет понятно. То есть здесь 2 варианта, повторяю, можно вязать, да. Либо здесь мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном в соответствующую сторону, либо вот в этой клеточке вяжем, как вам угодно. Узор у модели вот здесь, сразу скажу, вот здесь. Так, теперь давайте выкройку. Выкройка, которая не родная, а которую я сама вот как бы придумывала, да. Ну, что значит придумывала? Не придумывала, а которую я люблю применять в своих моделях, которые мастер-классы делаю. Так, в общем-то, смотрите. V-образный вырез горловины у нас здесь присутствует по переду, да. Ну и вот такой вот усредненной мерки. Будем с вами составлять описание для размера 44, 46, 48, 50 и 52, 54. Как распределить узоры? Что такое вертикальная плотность? Смотрите, сразу же после того, как мы свяжем образец и измерим плотность, рассчитаем ее. Очень интересный рассказ, который вам поможет и для других изделий делать эти индивидуальные расчеты. Поэтому, девочки, все это усредненное и приближенное, да, обязательно свои мерки здесь ставьте. То есть слева не надо доверять вот этим вот каким-то усредненным показателям, да, обязательно, девочки, меряйте и ставьте свои размеры. Я вам рассказываю как учебный материал, как с помощью плотности правильно сделать расчет вязаного изделия. То есть это видеоурок. Воспринимайте это как видеоурок. Итак, мои хорошие, сейчас я вам показываю описание, которое я всегда выкладываю под видео. Смотрите, про размер мы с вами поговорили, пряжу я вам называла. Общий расход пряжи будет в зависимости от размеров 450-600 грамм при таком метраже. Так, плотность вязания определяем в процессе вязания. И вот это описание, которое я выложу под видео, все вот эти попетельные наши раскладки, мы будем с вами в конце видео разговаривать, и я буду на счетной машинке на ваших глазах делать все эти расчеты, да, вот. Там же мы поговорим про вертикальную плотность и так далее. Как сделать скос правильно, да, вот вырез горловины, как рассчитать правильную убавку, да, петелек. Тоже я об этом буду говорить, да. По рукаву скос, как расчет делать, тоже я буду говорить. И про окат рукава я дам ссылочку, как окат рукава можно теоретический расчет сделать, а можно с помощью выкройки в натуральную величину вязать. Я, например, всегда начинала учиться и делала выкройку в натуральную величину и вязала, прикладывая свое вязаное изделие, то есть свою деталь рукава прямо к выкройке в натуральную величину. Очень было удобно учиться. Так, мои хорошие, а сейчас начинаем с вами вязать наш узор. Итак, мы для образца я буду набирать 36 петель плюс 2 кромочные, 38 петель. Вы, девочки, можете набрать 18 плюс 2 кромочные, то есть 20 петелечек только, чтобы связать. Но я для наглядности вот вяжу, видите, 2 раппорта подряд, да? Вам это не обязательно, поэтому давайте 20 петелечек набираем и начинаем вязать первый ряд. Итак, первый ряд вяжем нашего раппорта. 4 лицевые, первую кромочную сняли, 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. И сейчас нам понадобится крючок 3,5. Мы будем делать с вами узелок с помощью крючка. Вот такие вот узелки, видите, они
Это не то, что шишечка. Смотрите, берем крючок, вводим в нашу петлю, вытягиваем вот так, да, петельку. Делаем еще один накид и еще раз в эту петлю, не снимая ее со спицы, еще раз вытягиваем. Вот у нас из одной 3 вывязали, да, затем через все 3 вытягиваем нить, еще раз вытягиваем нить, фиксируем, да. После этого снимаем петлю. Вот так я аккуратно переворачиваю и за заднюю дужку вот сюда вытягиваю еще раз петлю, зафиксировали. Все, вот петля наша окончательная, которую я на правую спицу возвращаю. Все, вот наш узелок получился. Далее вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так делаю, девочки. Снимаю обе и меняю их местами. 2 лицевые петли, да, накидываю вторую на первую и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем лицевая и еще один узелок. Тоже берем крючок снова и вот так делаем. Смотрите, 1 вытянули, накид сделали, 2 вытянули, затем через все 3 протянули, зафиксировали, сняли петлю и задушку вот сюда. Все это дело еще раз вытянули вот так через 2. И все. И эту петельку наша, окончательная петелька, на правую спицу вернули. Вот такая получилась, такой узелочек получается. И лицевая. Итак, мы связали с вами раппорт из 18 петелек. И кромочно-изнаночный вяжется. Я буду продолжать вязать. Все изнаночные ряды мы будем вязать изнаночными петельками, в том числе и накиды. 3-й ряд вяжем. Первая кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем узелок. 1 вытянули, накид, 2 вытянули. Все это дело зафиксировали, сняли петельку и за заднюю дужку еще раз зафиксировали. Все, петля готова. Возвращаем ее на правую спицу. Так. И продолжаем вязать лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и вяжем с вами еще один узелок. 1 вытянули, накид, 2 вытянули, зафиксировали, еще раз, затем за заднюю дужку вытянули петлю и нашу петлю на правую спицу. Так, сделали. Далее вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, раппорт связали. 4-й ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 5-й ряд. Вяжем, кромочно сняли, 2 лицевые, узелок, вытягиваем 1, накид, вытягиваем 2, провязали через все 3 и за заднюю дужку вытянули петлю. Все, узелок связали. Далее вяжем лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, узелок,
вяжем узелок, вытягиваем раз, накид, вытягиваем 3, да? Провязали через все, еще раз провязали, сняли со спицы петлю и за заднюю дужку вывязали. Вернули на спицу петлю и 5 петель лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Все, раппорт связали. 6-й ряд вяжем изнаночными петлями. 7-й у нас будет с вами ряд. И вяжем. Значит, первый будет лицевая, узелок. Ой, спица хочет, плохо себя ведет. Так, вяжем. Раз вытянули, накид, 3-ю вытянули, так, так, и задушку зацепили узелок наш. Все, вернули на правую спицу. Так, далее вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, раз, два, 3, 4, 5, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и вяжем узелок. Раз, вытянули, накид, 3-й раз вы провязали через все, зафиксировали и за заднюю дужку закрепили наш узелок. Все, петлю вернули на правую спицу. Далее продолжаем вязать 4 лицевые раппорте до конца. Раз, два, 3, 4. Все, связали. Кромочно, изнаночно вяжем. 8-й ряд вяжем все изнаночные петли. 9-й ряд вяжем с вами. Начинаем 6 лицевых. Первую кромочную сняли, 6 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Затем у нас идет узелок. Раз, вытянули, накид, 3 вытянули. Вытянули через все 3, зафиксировали, сняли петлю и за заднюю дужку вытянули петлю на правую спицу, вернули. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Вяжем с вами еще один узелок. Вытянули, накид, вытянули. Через все 3 провтянули петлю, зафиксировали, за заднюю дужку также зафиксировали. Петлю вернули на правую спицу. И 3 лицевые. Раз, два, 3. Связали раппорт. 10-й ряд вяжем изнаночными петельками. Итак, у нас с вами 11-й ряд. И мы вяжем, кромочную сняли, 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Вяжем узелок. Раз. Через все 3 вытянули, зафиксировали. Задушку тоже зафиксировали. Оп. Все. Далее вяжем лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, раз, два, 3, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и снова узелок. Вытянули раз, накид, вытянули 3, зафиксировали, сняли петлю и задушку зафиксировали. Спица у нас на правую вернулась, петля на правую спицу.
И далее 2 лицевые. Раз, два. Связали раппорт. 12 ряд вяжем изнаночными петельками, девочки. И у нас повтор будет с первого ряда. То есть вот мы раппорт связали 12 рядов и повторяем, повторяем, повторяем. Теперь делаем влажную тепловую обработку. Так, вытягиваем наш образец в разные стороны. Давайте его потянем, чтобы он у нас хорошенько вытянулся. Он потом, когда высохнет, девочки, он будет в том самом виде, который вот как будто мы его постирали, да? То есть он войдет в свою нормальную форму, и мы больше не будем бояться, что он как-то не так себя проявит после стирки, да? Края тоже надо отпарить. Так, ну, в общем-то, оставим сушиться. Измеряем с вами ширину и высоту нашего образца. Смотрите, у меня, значит, получается 22 сантиметра ширина. И я набирала для образца 2 раппорта, у меня 38 петель, поделить на 22 сантиметра. Получается вот такая плотность, 1,7. Это по узору, да? 1,7 в 1 сантиметре. Запишем 1,7 петель. Теперь необходимо померить высоту. Высота у меня 15,5, и у меня связано 3 раппорта по 12 рядов. 12 на 3, это будет 36. И еще разочек померяем. Вот сейчас и 15,5. 36 поделить на 15,5. Получается плотность 2,3. И давайте запишем, что в 1 сантиметре у нас будет 2,3 ряда. Так, вот такая вот циферка. Сейчас нам, конечно, для чистоты эксперимента желательно проверить лицевую гладь. У нас же ведь джемпер будет вязаться лицевой гладью, да? Но я думаю, что он также совпадет. И в 1 сантиметре будет плотность вот 1,7 петель. Я так думаю. Я сейчас все-таки буду вязать лицевую гладь. Вот, чтобы убедиться в этом. И для дальнейших расчетов нам понадобится выкройка. Вот такую выкройку я, значит, нашла для данной модели, потому что, ну, та выкройка, которая была в журнале, мягко говоря, мне не понравилась. Поэтому беру усредненную выкройку. Значит, у нас будет использоваться 6 размеров. Первый на 44-46, вторая мерка идет на 48-50 и третья мерка идет на 52-54. Так, и давайте, как всегда, определяться с количеством петель по низу, да? Вот у нас 47 сантиметров на первые 2 размера, 47 сантиметров ширина спинки. И помните, мы с вами считали плотность. Вот 1,7. Да? Кстати, лицевая гладь я пересчитала тоже такая же плотность. Так, 47 умножаем на нашу плотность 1,7 и получаем 80 петель, девочки. Так, второй размерчик у нас идет 52 сантиметра ширина спинки, умножаем на 1,7, получаем 88 петель. И третий размерчик 29,5 умножить на 2 и на 1,7, получится 100 петель. Так, записали. Отлично. Ну, как вы видели, значит, на модели около 4 сантиметров вяжется планка резиночкой 1 на 1. И затем переходим на лицевую гладь. Вяжем до линии проймы. Давайте посчитаем пройму. У нас глубина по выкройке 5 сантиметров. Ну, обычно бывает 5-6, да. Если у вас размер вот большой, кстати, можно взять шестерочку, цифру. Но мы с вами считаем следующим образом. 5 умножаем на плотность 1,7, получаем вот цифру 8,5. Да? Ну, что я могу сказать? Значит,
На маленький размер можно взять 8, а на большой размер давайте поглубже возьмем 9 петель, запишем. Вот я так и написала, 8-9, девочки, 8-9, да? Отлично. Теперь давайте распределим с вами петельки на горловину и на плечи, сколько придется, да? Ну, здесь я как делаю? Ну, вот у нас стоят тут мерки 9,5 и 10,5. Это, значит, на первые два размера 9,5 берем, на третий большой размер 10,5 будет. Это половинчатый размер. То есть мы с вами берем 9,5 умножить на 2. Вот 19 сантиметров у нас ширина будет выреза горловины. И мы умножаем это на число, плотность нашу 1,7. Получаем 32 петли. Это на первые два размера. Второй размер 10, вернее третий размер 10,5 умножить на 2. Вот ширина горловины 21 сантиметр. Умножаем на плотность 1,7. Получаем 36 петель, округляем. Записали. Отлично. Ну а теперь плечики, как будем считать. Смотрите. Первый размер. Всего петель 80 мы определили. На проймы у нас уходит 16 петель. 2 проймы по 16. То есть я вычитаю из 80, вычесть 16. Далее я вычитаю, значит, нашу горловину 32 петли. И получается у меня осталось 32 петли на 2 плеча. Делим на 2. Получаем на каждое плечо по 16 петель. Аналогично поступаем для других размеров. 88 петель отнимаем. 18 петель пройма и 32 петли горловина. Получаем 38 петель. Это на 2 плеча. Делим на 2. Получаем на каждое плечо 19 петель приходится. И третий размер. 100 петель. Отнять. Вырез горловины 36 петель. И 2 проймы по 9 петель. Это 18. Получили 46 петель на 2 плеча. Делим на 2. Получаем на каждое плечо 23 петли приходится. Аналогично, девочки, считайте по своим меркам. Слепо не доверяйте этим параметрам, да. Все-таки надо более индивидуально подходить. Это серьезные моменты. И не нужно вот так вот как бы... А то свяжете, будет либо широко, либо узко. В общем, обязательно ориентируйтесь на эти мерки. Так, теперь давайте перейдем на рукав. Выкройка рукава. Ну, по низу я буду набирать 46 петель для резиночки. И затем распределяем петельки. У нас весь рукав будет полностью ажурный. Ажурным узором связан. Здесь лицевая гладь. Я потом расскажу, как распределить петельки по раппортам, да? А давайте с рукава начнем. Вот 46 петель по низу. И самой широкой часть рукава мы считаем, здесь тоже стоят размеры. Смотрите, вот они. На 3 размера ширина указана. И мы сейчас с вами эту ширину будем также рассчитывать попетельно. Давайте 17,5 первый размер умножаем на 2, у нас же половинка размера, получим 35 сантиметров и умножим на плотность 1,7, это будет, девочки, 60 петель придется. Так, второй размерчик 19,5 умножить на 2, это будет 39 сантиметров на второй размер, и умножим на 1,7, это будет 66 петелек. Третий размер 20,5 умножить на 2 и умножить на плотность 1,7. Будет 70 петель, девочки, 70 петель. И теперь будем считать с вами скос рукава. Это очень важный момент. У нас планочка идет 4 сантиметра, резиночкой 1 на 1, и затем идет у нас ажурный узор, да? Так вот, мы будем делать с вами прибавки по скосу исключительно в ажурном узоре. То есть планку оставляем без изменений на высоте 4 сантиметра. Общая высота у нас от низа изделия до оката составила 47 сантиметров. Вычитаем планку 4 сантиметра, получаем 43 сантиметра. 43 сантиметра надо перевести в ряды, чтобы посчитать
скос рукава. Смотрите, у нас есть с вами плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,3 ряда. Помните, да? Сейчас нам эта плотность очень понадобится. Мы будем с вами наши 43 сантиметра умножать на эту плотность 2,3. И получим, девочки, величину вот такую вот, 99 рядов. Да? Я записала, что 43 сантиметра от планки до оката составляет 99 рядов. Теперь посчитаем, сколько нам по этому скосу петель всего придется прибавить справа и слева. Да? Значит, общее количество петель самой широкой части это 60, а по низу 46. Вычитаем 60 отнять 46, получим 14 петель. Надо всего прибавить. У нас 2 скоса делим на 2, то есть по каждому скосу по 7 петель будем прибавлять. Прибавки делаем равномерно, то есть через равные расстояния. И это расстояние будет мериться в рядах. Сейчас мы это сделаем. Смотрите, у нас 99 рядов поделить на 7 петель, которые надо распределить. У нас получается число 14. То есть в каждом 14 ряду. В каждом 14 ряду мы будем делать с вами прибавку. Справа и слева по одной петле. Всего 7 прибавок. Так, далее второй размерчик у нас 66 петель по верху и 46 по низу. Надо прибавить 20 петель. У нас 2 скоса делим на 2. По каждому скосу по 10 петель прибавок. Также 99 рядов скоса делим на 10 петель прибавочных. Получается, прибавку будем делать в каждом 10 ряду. Всего 10 прибавок в каждом 10 ряду. И третий размер 70 петель отнять 46 по низу. Будет 24 делим на 2 скоса. С каждого скоса по 12 петель. И 99 рядов на 12 поделить. Будет прибавки делать будем в каждом 8 ряду. В каждом 8 ряду. Вот таким образом мы с вами распределили наши петли прибавочные. Когда мы будем вязать, я считаю, что для облегчения вязания можно использовать прибавочные петли в виде лицевой глади. Да? То есть включать их не в узор, а в лицевую гладь. Но это на ваши, девочки, усмотрение, потому что петли у нас узора будут вот таким образом распределяться. Сейчас расскажу, почему так. То есть наши 46 петель будут выглядеть вот таким образом. 2 раппорта в центре по 18 петель. С двух сторон лицевая гладь, 4 лицевые справа, 4 лицевые слева, ну и кромочные, соответственно, вот 46 петель. Как я пришла к этому распределению? Я 46 петель поделила на число петель в раппорте 18. У меня получилась цифра, целое число 2. Вот. 2 я умножила на 18, это 36 петель всего, да? А нам надо, чтобы было 46. Ну, соответственно, 10 петель. Справа и слева по 5 петель пришлось. Из них 1 кромочная, итого 4 лицевые остались. Понятно, да? Таким же образом мы будем с вами по спинке и по переду распределять наш ажурный узор. Распределение, то есть переход от лицевой глади на узор мы будем начинать после того, как полностью закруглим вот эти вот петли проймы, убавим их полностью. И у нас с вами должно остаться, значит, определенное количество петель. Вот 64, 70 и 82 петли на разные размеры. Да? Так, вот у нас осталось 64 петли, и надо нам их узор этот расположить красиво. 64 петли. Я вот так обычно схематично рисую, да. Представьте, что это ваш наборный ряд. Вот это прямая линия. 64 петли надо поделить на 18 петель в раппорте. Получим у нас с вами 3 целых раппорта. 3 целых раппорта на 18. Это будет задействовано только 54 петли. Что делать с остальными петлями? Я рисую по центру. У нас с вами
3 раппорта по 18 петель. И, соответственно, всего 64 петли, а задействовано в узоре только 54. Что будем делать, девочки? Что будем делать с оставшимися 10 петлями? Ну, то, что у нас 2 кромочные справа, то есть и слева по одной кромочной идет, да, то есть 2 кромочные задействованы, 8 петель осталось. Я считаю, что вот здесь будет 4 лицевые, и здесь 4 лицевые, вот как по рукаву у нас также получается, собственно, да. 4 лицевые можно оставить, так и оставить, не включая узор. Но кто посчитает, что это слишком много лицевой глади у плеч, да, но как-то, может быть, кому-то не понравится, девочки. Смотрите, если по узору смотреть, то у нас с вами вот что будет составлять 4 лицевые, да, 4 лицевые, вот с этого края мы смотрим. 1, 2, 3, 4. Вот они как будут у нас. А затем пойдут целый раппорт, да, то есть вот с края 4 петли, ну, как видите, здесь они сами по себе, собственно, и лицевые, да, то есть как-то особо на узоре это не отразится, да, тут вот у нас 2 вместе и один узелочек идет, ну и тут вот еще один узелочек. Я считаю, что 4 лицевые, если их отсутствие узора на 4 лицевых, особо на красоте узора никак не скажется. Можно оставить 4 лицевые, не вязать узор на этих 4 лицевых. Ну, это мое мнение. Вы можете свое, по-своему, да, как бы действовать. На второй размер давайте также с вами поступим. Смотрите, у нас с вами идет 80. Так, у нас остается после пройм 70 петель. И вот мы переходим с вами на узор. Здесь будет более сложно. 70 петель мы поделим с вами на также 18 петель в раппорте. Опять 3 раппорта, девочки. Вот до 4, ну, никак не получается нам дотянуть. 3 раппорта по 18 петель. Я рисую то же самое. Та же самая картина. По центру идут 3 раппорта на 18, по 18 петель. И что у нас остается в итоге? 70 петель, отнять те же 54 задействованных в узора, 70, отнять 54, 16 петель. 16 петель нам надо как-то с вами задействовать. Ну, из них у нас 2 кромочные, да? Это уже 14 петель. Ну, делим на 2. Получается 7 лицевых справа, 7 лицевых слева. Ну, 7 лицевых еще можно включить в узор, конечно. Вот я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 петель, да? Вот отсюда у нас, грубо говоря, пойдет узор. Начнется узор отсюда. Вот так он начнется. Начали отсюда. Затем здесь, пожалуйста, будьте аккуратны с накидами и с вот этими 2 вместе. Вообще лучше просто исключить эти все накиды 2 вместе, да, и просто вот эти шишечки провязать для красоты, как бы, да. То есть начинаете вы с 7 петель последних раппорта, затем вяжете подряд 3 раппорта по 18 петель и заканчиваете вы все это дело 7 петлями начала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот до сюда у вас пойдет. Вот такая вот будет картина. То есть 7 петель можно включить лицевых. Не лицевые просто тупо вязать, а включать узор, да? Я объяснила, как это сделать по схеме, да? Отлично. И что далее мы с вами делаем на 3 размер? На 3 размер у нас будет с вами, сразу скажу, 4 раппорта по 18 петель. Это получается 4 на 18. Будет 72 петли задействовано, а у нас осталось 82. Это будет такой же расклад, как для первого размера, только вверху, только по центру будет 4, девочки, раппорта по 18 петель. А с 2 сторон 4 лицевые, которые, я считаю, можно оставить просто лицевой гладью, не включать их в узор. Это на мой взгляд. Поэтому вот такой расклад у нас попетельный получился, да? Что еще я хотела заострить внимание на вертикальной плотности? Обязательно ее нужно
считать и использовать. Смотрите, вот у нас от низа до проймы 39 сантиметров. Длина изделия у нас будет разная в зависимости от размеров, сразу вам скажу. На первые два размера 44-46 длина рассчитана 57 сантиметров, на два следующих размера 59 и на самый большой размер 60 сантиметров длина изделия. Это все усредненные такие мерки, вы свои обязательно здесь используете. Вот. И как применить нам эти сантиметры? Обязательно надо перевести в ряды. Вот, предположим, 57 сантиметров первый размер, обязательно умножайте на плотность 2,3 по вертикали. Вот у вас величина получилась 131 ряд. То есть плечики вы должны закрыть на высоте 131 ряд, девочки. Вот и все. Второй размер 59 сантиметров высота изделия умножить на 2,3. То есть у вас должно закрытие петель произойти на высоте 136 рядов. Третий размер 60 сантиметров умножить на 2,3. 138 рядов, девочки. Это надо обязательно учитывать. Просто после стирки изделие часто вытягивается, понимаете? И чтобы это исключить, мы с вами проводим вот эту влажную тепловую обработку образца и смотрим, как ведет себя наше изделие, наше вязаное полотно после, скажем так, условно говоря, стирки. Да? Мы ее тянем энергично и даем высохнуть. И потом измеряем эту плотность. И вот этот вот момент очень важен. Также будет вести себя изделие после стирки. Да? Оно после того, как высохнет, тоже приобретет такие же вот размеры, которые нам были нужны. Да? В расчетах теоретических мы это все дело с вами использовали. Поэтому вот от начала вязания до проймы стоит размер у меня 39 сантиметров на выкройке. И я буду писать в своем описании 39. Я умножу на плотность по вертикали 2,3 и получу, вот смотрите, 90 рядов. Да? 90 рядов. То есть мы с вами начнем закрытие пройм на высоте 90 рядов. Не линейкой мы измерим 39 сантиметров, а именно будем измерять рядами. И это очень важно использовать. Ну, собственно, вот все, что я хотела вам объяснить и рассказать. Описание будет выложено под видео, которое мы с вами составили вот сейчас, собственно, попетельно. Вы обязательно слепо не доверяйте, значит, вот этим всем меркам. Просто используйте вот этот теоретический метод расчета для своих индивидуальных мерок. Немножечко там получится у вас что-то, возможно, откорректировать, но это будет очень правильно. Не игнорируйте, девочки, вертикальную плотность расчет. Обязательно ее используйте, чтобы избежать дальнейших ошибок. Я желаю вам удачи и до новых встреч!